Депрессию можно представить как режим энергосбережения, что психика как операционная система компьютера. Ты недостаточно стараешься, ты подвел, ты никому не нужен. Что за бред? Это элементарные вещи. Принять душ, надеть чистую футболку. Да? Что у меня сейчас пережевывается? Что я гоняю? Депрессия выключает напрочь мотивацию. Мама меня не любит, сворачивайтесь в позу зародыша, ложитесь в кровать и страдаете. Что же такое депрессия? В бытовом языке депрессией часто называют грусть. Отчасти это верно, но грусть – это эмоция. Она приходит и уходит, ее действие кратковременно. Депрессивное же расстройство – это когда меняется целый режим работы всего организма и психики. Настроение ухудшается, энергия уменьшается, мышление работает в негативном ключе, и все это влияет на поведение человека. Ключевая особенность депрессивных состояний в том, что это состояние длительного действия. Депрессию можно представить как режим энергосбережения, который включается, когда психика и тело перегружены. Иногда он помогает пережить тяжелый период. Но в депрессии этот режим закрепляется, и тогда система работает на минимальных оборотах, даже тогда, когда уже нет никакой опасности, нет никакой проблемы, вы просто не можете выключить этот режим. Приведу простую аналогию. Дальше она поможет вам лучше понять то, о чем я говорю. Представьте, что психика как операционная система компьютера. Тело и нервная система – это железо. Привычки и убеждения – это настройки этой системы. Автоматические мысли – это всплывающие уведомления. Руминации, то есть пережевывание ситуации – это фоновые процессы, которые съедают память. И, кстати говоря, когда фоновые процессы, такие как самокритика или пережевывание прошлого, начинают работать 24/7, на жизнь просто не остается ресурсов. Как же проявляются депрессивные расстройства? Самое важное, депрессия проявляется не только в настроении, она проявляется в теле, в мышлении, влияет на поведение человека, как я уже сказала. Например, вы просыпаетесь, и вам уже тяжело, физически тяжело. Вы думаете, я не справлюсь, я не смогу прожить этот день. Эмоционально апатия, тревога, грусть. В теле появляется вялость, ком в горле, тяжесть, может болеть голова. На уровне поведения откладывание, отмена планов, не хочу никого видеть, не хочу никого слышать. То, что раньше приносило хоть каплю удовольствия, музыка, кино, еда, становится как пластик. Мозг делает вывод: мне ничего не поможет. Включается внутренний голос: ты недостаточно стараешься, ты подвел, ты никому не нужен. И ключевое здесь, что в депрессии этот голос звучит убедительно, потому что мозг находится в режиме негативного фильтра. Каковы же причины? Причина редко бывает одной. Чаще это комбинация. На уровне биологии ваше железо, расстройство сна, истощение, стресс, гормональные факторы, хронические перегрузки. На уровне психологии ваши настройки, жесткие правила к себе, перфекционизм, привычка во всем винить себя, склонность пережевывать ситуации. Причины могут крыться также в среде, в которой вы находитесь, то есть в контексте. Это потери, конфликты, одиночество, иммиграция, адаптация, финансовый стресс. И главный механизм поддержания вот этого депрессивного состояния, он следующий. Вам плохо, у вас нет сил, вы меньше действуете, меньше, соответственно, получаете удовольствия. Все это подкрепляется и становится еще хуже. И человек начинает лечить депрессию тем, что ее усиливает. Это изоляция и отказ от активности. Итак, что вы можете сделать самостоятельно? А самостоятельно вы можете сделать очень многое. Я дам вам сегодня 6 инструментов, которые помогут вам выйти из депрессии. Моя позиция такая, что инструменты самопомощи должны быть доступны. Вы не обязаны быть в зависимости от кого-либо, чтобы начать помогать себе. Но я четко буду разделять, что можно делать самостоятельно, а что лучше делать с поддержкой профессионала.
Инструмент номер 1 – поведенческая активация. Это самое важное. Депрессия выключает напрочь мотивацию. Поэтому ждать, когда вам захочется что-либо сделать, вам просто никогда не захочется ничего делать, если вы находитесь в депрессивном состоянии. Поэтому необходимо действовать маленькими шагами, как с разряженным телефоном. Представьте, что у вас есть батарея, у нее определенное количество энергии, скорее всего, небольшое. Поэтому заведите себе правило 10 минут. Выберите одну микрозадачу. Не сделать что-то идеально, не запустить какой-то новый проект, а на бытовом уровне что-то поделать 10 минут. Например, 10 минут прогуляться, принять душ и надеть чистую футболку 10 минут, убраться в комнате 10 минут. Для чего это нужно? Для того, чтобы получить больше энергии. Как бы это парадоксально ни звучало, наш организм работает таким образом, что проводится анализ, сколько энергии вы потратили, столько энергии и вам возвращается. Если вы лежали целый день на кровати, значит, энергия вам не нужна. На следующий день вы будете чувствовать, что у вас нет энергии встать с этой кровати. Поэтому первый инструмент, самый важный, поведенческая активация. Необходимо физически что-то делать. Инструмент номер 2. Составьте себе очень ограниченный план на день. План так же, как для батареи. Представьте, какое количество у вас энергии. Допустим, 5%. А если у вашего телефона заряд 5%, вы не играете в игру, а выбираете самое важное, решаете вопрос и закрываете телефон. Также и здесь. В депрессивном состоянии у человека мало энергии, а значит и план на день должен быть соответствующим. Вы должны поверить, что сможете выполнить эти микрозадачи. Шаблон такой: попить воды, поесть, сон минимально поспать и одно действие на 10 минут. Вот такой короткий ограниченный план на день. Если вы чувствуете, что вы можете сделать еще что-то, то добавьте еще какое-то действие. Но обязательно необходимо поверить, что вы сможете это сделать. И сделайте, если вы составили этот план, то необходимо его выполнить для того, чтобы вам становилось лучше. Инструмент номер 3. Руминации. Выключаем фоновые процессы. Руминация, если кто не знал, это когда мозг повторяет одно и то же и не приходит к определенному решению. Это не анализ, это просто цикл, который повторяется бесконечно. Ваша сознательная часть там не участвует, вы никак не управляете этими процессами. Но они забирают большое количество энергии. У человека в депрессивном состоянии энергии так мало, поэтому нам необходимо ее сэкономить. Здесь у нас две техники. Техника номер 1. Назови процесс. Что это значит? Вам необходимо вашу сознательную часть направить на эти процессы, понять контекст, дифференцировать эти мысли и назвать их. Допустим, что у меня сейчас пережевывается, что я гоняю, какой у меня сейчас процесс. Понимаем контекст и называем, допустим, самообвинение или катастрофизация, или пережевывание вообще чего-либо в зависимости от контекста ваших мыслей. Для чего это нужно? Для того, чтобы начать этим управлять. Как только вы направили свою сознательную часть на эти процессы, поняли контекст, вы подняли эти процессы на уровень сознания и можете ими управлять, можете это отключить. Это все, что касается техники номер 1. Техника номер 2. Парковка мыслей. То же самое. Здесь необходимо вашу сознательную часть направить на эти процессы, понять контекст какой-либо проблемы или мысли, например, и перенести с головы на бумагу или себе в заметки в телефон. Выписать мысль и прописать еще, что я вернусь к ней тогда-то, тогда-то. И уделю ей, допустим, 15 минут. Очень важно, когда вы вернетесь к этой мысли, постарайтесь прописать решение.
Потому что если не прописать решение, эта мысль в скором времени вернется к вам в голову и продолжит крутиться, не получив логического завершения. Да, когда у нас окно в компьютере открыто, но требует какого-то решения. Да. Если вы этого решения не даете, оно не закрывается, оно вернется к вам в голову и продолжит крутиться, забирая у вас большое количество энергии. Инструмент номер 4. Мини-дневник мыслей. 1 раз в день необходимо вести. Шапка следующая. Ситуация, мысль, эмоция, ее интенсивность от 0 до 100, более точная альтернативная мысль и что я сделаю иначе хотя бы на 5%. Например, ситуация следующая. Вы звоните своей подруге или своей маме или своему другу и рассказываете о том, что вот у меня сейчас такое состояние, я себя плохо чувствую, несколько дней не ходила на работу. И тут в какой-то момент мама вас обрывает и говорит: мне надо бежать, я не могу говорить, и бросает трубку. Ваша первая мысль: мама меня не любит. Мама меня не любит, сворачивайтесь в позу зародыша, ложитесь в кровать и страдаете. И в этот момент утекает ваша энергия, которой так нет, и вы все глубже и глубже погружаетесь в это депрессивное состояние. Вот вам ситуация, записывайте. Ситуация, звонок маме. Первая мысль: мама меня не любит. Эмоция, грусть, интенсивность, 80%, например. И теперь нужно подумать, а как бы еще я мог интерпретировать эту ситуацию иначе? Какие еще есть варианты развития событий, кроме как мама меня не любит? Например, мама была на работе, я позвонил в неудобное время, поэтому не смогли поговорить. От этой мысли у вас не возникает грусть, и вы не сливаете энергию и дальше не погружаетесь в это депрессивное состояние. Сейчас кто-то может сказать: меня мама не любит, я знаю это абсолютно точно, позвоню ей в депрессии, позвоню ей в каком-то другом состоянии, я это знаю. Такое может быть. Но сейчас смысл в другом. Смысл в том, чтобы проверять те автоматические мысли, которые возникают у вас в голове. Потому что именно в депрессивном состоянии эти мысли будут с негативным налетом. Чтобы не терять связь с реальностью, необходимо четко прописывать и подвергать сомнению эти мысли, прописывать доказательства, прописывать опровержение этим мыслям. Скорее всего, таких мыслей негативных будет очень много, и они будут зачастую ложными. Вот для чего необходим этот инструмент. Инструмент номер 5. Антиизоляция. Депрессия очень любит одиночество, но лечится она именно возвращением в жизнь. Человек – существо социальное, ему необходимо быть в контакте с этим миром и с другими людьми. Мини-цель – 1 контакт в день. Это может быть просто: как ты? Я сейчас не в ресурсе, но хочу быть на связи. Контакт – это лекарство. Маленький, но регулярный. И 6-й инструмент давайте попробуем прямо сейчас. Это мини-упражнение, займет 30 секунд. Если вы смотрите и узнаете себя, сделайте маленькое действие вместе со мной. Выпрямите спину, положите ладонь на грудь и скажите: мне тяжело, я отложила работу, но я не ленюсь, и это не моя безответственность. Сейчас у меня такое состояние. Это не моя сущность, это не моя личность. Я делаю маленькие шаги, и скоро мне станет лучше. Все вернется на свои места. Это то, что вы можете делать, помогая себе выйти из депрессии. Это самоподдержка. Это были все инструменты, о которых я вам сегодня хотела рассказать. Они все рабочие, проверены на многих пациентах и клиентах. Главное проделывать это регулярно, и вам станет лучше. Теперь важное разделение. Что можно делать самому, я уже сказала, но это если состояние легкое или умеренное, и вы находитесь в безопасности. Еще раз, это поведенческая активация, наладить режим сна, еды и движения, дневник мыслей,
работа с руминациями, постепенное возвращение контактов и базовые техники самоподдержки. Что лучше не тащить одному, а подключать профессионала, это если у вас есть мысли о самоповреждении, если депрессия усиливается неделями и вам становится хуже, например, чем 2 недели назад, если вы вообще не функционируете, отсутствие или чрезмерный сон, расстройство приемов пищи, на работу не ходите, если депрессия повторяется эпизодами, допустим, 2 недели вам было плохо, 2 месяца все прекрасно и снова плохо. Если есть тяжелая коморбидность, то есть к депрессии добавляются, например, панические атаки, обсессивно-компульсивное поведение, посттравматический стресс, зависимости, во всех этих случаях обращайтесь к профессионалу. Моя цель здесь, чтобы вы становились автономнее. Хорошая терапия должна приводить к тому, что вы умеете помогать себе. Если вы годами находитесь в помощи, но вам не объясняют модель, не дают навыки, нет плана, нет прогресса, это повод задуматься о качестве помощи. Я здесь для того, чтобы дать вам рабочие инструменты. Я работаю в когнитивно-поведенческом подходе, это про связь мыслей, эмоций и поведения. Веду психотерапевтическую практику. Вы можете написать мне в Telegram, чтобы уточнить некоторые моменты, или сразу записаться по ссылке, которую я оставлю под этим видео. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой шаг из самопомощи вы готовы пробовать 7 дней. И какую тему дальше? Генерализованная тревога или панические атаки?